Всем привет! В общем, на этот раз я решил шить портмоне, можно сказать, бумажник для автодокументов. Можно там будет положить и паспорт, в принципе. Данное портмоне я увидел на Пинтересте, ну, в смысле, по дизайну. Решил повторить его. Конечно, размеры я сделал свои, то есть выкройку я сам посчитал. В общем, эта выкройка будет в свободном доступе. Шаг здесь для пробойника будет составлять между отверстиями 5 мм. Для пошива портмоне я буду использовать такую кожу растительного дубления. Толщина у нее 1,5 мм. Итак, деталь я уже вырезал. Сразу скажу, что для такого рода, для такого вида изделия необходимо использовать кожу как можно тоньше. То есть, допустим, я использую здесь 1,5 мм. 1 мм было бы гораздо лучше, потому что в итоге изделие получится тоньше, оно получится аккуратнее и пользоваться им будет гораздо приятнее. Но ввиду того, что кожу шарфовать мне ножом, допустим, или специальным инструментом получится очень долго, то я не вижу в этом целесообразности. И в данном случае я буду делать именно из кожи 1,5 мм. Да, изделие получится толще, немножко грубее, но в принципе пользоваться им будет нормально, и оно будет смотреться, скорее всего, красиво. В итоге, кстати, в конце видео посмотрим, будет красиво или нет. Сейчас я обратную сторону кожи буду заглаживать с помощью средства для урезов. Но не обязательно это средство для урезов, это средство для заглаживания кожи. Пахнет оно клеем ПВА. Скорее всего, в составе есть этот клей ПВА, но от клея ПВА это средство отличается. В общем, наношу, растираю, стараюсь, чтобы в кожу побольше пропиталось. Все, нанес равномерно, вроде гладенько, ровно, красиво. Не даю полностью высохнуть, даже вообще не даю высыхать. Беру сликер. Обычно кожу вот в таком виде полируют с помощью каленого стекла. Есть японское, есть китайское. Говорят, японское обалденное, китайское так себе. В общем, каленое стекло небольшого размера и с помощью него полируют. Скажу так, вот с помощью вот этого сликера из твердого дерева все так же круто полируется. Я проблем вообще не вижу. При этом может возникнуть резонный вопрос, вообще это обязательно делать или нет. И скажу так, нет, не обязательно. Можно оставить кожу как есть, но в чем преимущество вот такой обработки? После того, как все это дело высохнет, оно становится скользким. И помещать, допустим, разные там документы, денежки, если делается кошелек, например, все это помещать в портмоне гораздо удобнее. То есть, потому что все скользит, легко помещается и пользоваться таким изделием гораздо комфортнее. В общем, отполировал, сейчас откладываю это в сторону, жду пока это подсохнет. Сохнет, кстати, довольно-таки быстро, там минут 10-15 все это высыхает. И дальше буду обрабатывать вот эту деталь. Здесь на края не захожу, потому что я здесь еще вообще буду кожу срезать, края делать тоньше. Ну и плюс здесь будет клей наноситься. Смысла я сюда не вижу токанолем залазить. Итак, все края отшерфовал, плюс прошелся наждачной бумагой, чтобы они были более гладкие, более ровные. Сейчас необходимо обработать края с помощью вот этого крезера. Итак, с помощью крезера канавки я уже сделал. То есть получается вот такой вот более-менее красивая деталька. Но края все равно еще необходимо дообрабатывать. Для обработки я буду использовать такой вот кромкорез. Перед каждой работой я этот кромкорез подвожу на кусочки кожи, то есть на уголок кожи. Я нанес пасту Гои, и с помощью этой пасты Гои, вот кусочка кожи, я кромкорез каждый раз подтачиваю, чтобы он был максимально острый. Изнутри кожу я снял, уже смотрит все это покрасивее, поаккуратнее.
Сейчас нужно будет сделать то же самое с лицевой стороны. Хотя в принципе уже не обязательно, потому что здесь кожа как бы запеклась, что ли, и край стал более красивым. Ну, попробовать, я думаю, стоит ради интереса. Теперь для красоты можно также подрезать немножко вот эти уголки, потому что они чересчур остренькие. Это смотрится не очень красиво. Чтобы края сильно не портить, то есть продеванием иголки, там не мять их и так далее, я перед этим аккуратно все отверстия повторно прохожусь шилом. Итак, все края у детали я обработал. Сейчас покажу вблизи. Не так показал. Также вот эта деталька полностью. И сейчас уже можно начинать эти детали между собой сшивать. Первым делом я пришью кармашек вот на эту деталь. Потом сошью вот эти детальки. Здесь можно, кстати, сначала шить, потом приклеить. Можно приклеить, потом уже пришивать. Буду использовать для прошивки нить GLSIS толщиной 0,55 мм. Она крученая, вощеная. Я ее дополнительно закручиваю еще сильнее, дополнительно вощу. Несмотря на то, что мне люди бывает пишут, что зачем такие лишние заморочки, можно взять нить другую. Дело в том, что в таком ценовом диапазоне нити, они будут в принципе все сопоставимы. Кто бы что ни говорил, все равно они могут раскручиваться, не совсем у них хорошая плотная вязка, поэтому я нить дополнительно обрабатываю, делаю из нее более плотную нитку. В общем, на канале такое видео есть, если кому интересно, посмотрите. Итак, детали я уже между собой сшил, прошил вот в этом месте. Сейчас буду склеивать вот эти две детали. И чтобы их склеить, соответственно, кожу я зачищаю. Зачищаю ножом. И после зачистки я буду сюда наносить клей. Теперь все полученные детали между собой можно соединять. Я думаю, механизм приклеивания, он довольно-таки простой, всем понятен, поэтому сейчас я все склею дело, и потом далее уже покажу, что буду делать. Все детали я уже склеил, уже начал прошивать, точнее уже заканчиваю прошивать. Прошил вот эту сторону, и здесь создается интересный эффект. Из-за того, что я все края шерфовал, соответственно, край получается тоньше. А вот сама серединка, она более, что ли, выпуклая. И смотрится это очень красиво. В самом начале, когда стежок я начинаю, я его делаю двойным. И когда заканчиваю, также делаю двойным. Внутри между слоями я делаю узелок и просто промазываю клеем. В других видео я показывал, как я шов завершаю, то есть наношу клей между кусочками кожи и ниточки туда с узелком просто приклеиваю. Вот здесь вот в основании. В данном случае законченный шов он незаметен, все выглядит красиво, то есть узелка не видно, все нормально. Сейчас шов покажу вблизи. С обратной стороны. Ну, в принципе, если все делать аккуратно, то и шов получается красивым. В общем, беру вот такой вот разметчик столярный. И с помощью него от края отмеряю расстояние, на котором я буду делать подрезку. Итак, канавку я сделал уже по всему периметру, как с внешней, так и с внутренней стороны. В принципе, проблем никаких особых не возникло у меня. То есть видно, что край сразу становится красивее с этой канавкой. Мне кто-то в комментариях спрашивал, я, кстати, не помню, ответил на комментарий или нет, вообще нужно ли обязательно делать вот эту канавку или нет. Нет, эту канавку делать не обязательно, но она намного делает красивее изделия, в принципе. Просто своим декоративным эффектом. То есть край получается более красивым, ну и соответственно смотрится это гораздо приятнее все.
Итак, получилось такое портмоне, можно назвать его бумажник водителя, можно назвать обложка для паспорта даже. Ну, в общем, для автодокументов эта вещь, я думаю, самое то. Сюда должен поместиться, в принципе, паспорт. Кстати, когда рассчитывал вот эту выкройку, я старался ее сделать максимально компактной, максимально, точнее, минимальной по размеру, чтобы паспорт заходил сюда впритык. И, в принципе, так и получилось. То есть паспорт заходит впритык, и при этом он, ну, не блокируется, то есть все равно возможно его легко вытащить, в принципе, и также поместить, особых проблем нет. Меня это радует. Для чего именно делал так, чтобы у меня все документы были максимально компактные. Здесь разместил два вот таких отдела. Сразу скажу, что еще раз повторюсь, эта идея не моя, то есть я ее увидел в Пинтересте данного портмоне, и я решил ее вообще особо не менять, сделать как есть. То есть вот здесь вот отделы под карты мне они в принципе не нужны. Я решил именно для себя с собой носить там в сумке только автодокументы, паспорт и, допустим, водительское удостоверение. А вот скидочные карты я решил сделать под них отдельное изделие, то есть просто типа вот такого же портмоне, только удлиненный, чтобы там все были скидочные карты. Вот этот же отдел я решил оставить под водительское удостоверение. Удостоверение светить не хочу. В общем, показываю, что сюда вполне легко, удобно помещается карточка. Тоже вот этот отдел рассчитал таким образом, чтобы он был максимально удобен в плане ширины, глубины, чтобы можно было легко карту доставать, ну точнее водительская. Хотя кому как. Плюс с собой я вожу ПТС, СТС, там пенсионная. И вот в этом отделе, например, они как раз вполне легко располагаются, то есть пенсионные, СТС тоже не хочу светить номера и замазывать на постобработке и на видео тоже не хочется мне время тратить. Ну, в общем, сюда не помещается без проблем, полностью залазит. По сути, здесь мне больше в принципе ничего не нужно, хотя можно сюда, например, полис расположить страховой, там медицинский, плюс страховой на автомобиль, страхование автогражданской ответственности. И все, для меня вот этот набор вполне достаточно. Компактный. Я обычно практически им не пользуюсь, то есть я именно этими документами паспорт иногда достаю. Плюс автодокументы меня там раз в год могут остановить, я, соответственно, документы показываю. Обычно все нормально, поэтому пользуюсь этим редко. И мне, в общем, важна компактность, чтобы я в одном изделии мог все это разместить, бросить в сумку и охотно про это забыть. Само изделие по себе получилось довольно-таки тонким, то есть выглядит оно, смотрится тонким, хотя на самом деле, если все толщины кожи сложить, оно должно получаться там больше сантиметра. Но из-за того, что края я подрезал, все получилось гораздо тоньше, гораздо красивее, аккуратнее. Края заполировались. Вот эта канавка, она украшает изделие максимально. Выкройка на это портмоне будет находиться в описании под видео в свободном доступе, как обычно. Если такой формат видео вам понравился, то есть разговорно, чтобы я подробнее все объяснял, показывал, обязательно в комментарии этому укажите. Если вам не хочется много времени тратить, смотреть все это, слушать и так далее, тоже об этом напишите. Я для себя собираю аналитику, статистику и смотрю, какие видео наиболее полезны, наиболее результативны, в том числе и для меня, по просмотрам, ну и так далее. В общем, всем спасибо за просмотр. До следующего видео. До свидания.